Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас будет любимая ваша рубрика «Распаковочка». Приехали подарочки с фирмы знакомы давно. Я думаю, вы уже видели, правда, не на этом канале, а на Raccoon TV. Я сейчас покажу. Решила опять заказать очень классные девайсы, которые управляются прямо с телефона. У меня есть игрушки, которые живы до сих пор. Я их покупала, наверное, года полтора назад. Не знаю, можно, наверное, отследить по видео. В общем, у меня до сих пор жив мячик, как бы его не кидали с лестницы. У меня до сих пор жива лазерка, хотя в нее играли просто все коты, еноты, кто только может. И все это управляется с приложения. А еще не переключайтесь, потому что примерно в середине, в конце ролика будет очень важная информация по гистологии Тимофея. Пришла наконец гистология, я вам расскажу, что за опухоль у него, собственно, мы нашли. Спонсор распаковки Глаша. В общем, Глаш, я не уверена, что... Я, честно, не решила, где это, в каком доме будет. Ну, вот это определенно будет в этом доме. Это фирма Petanir. У них всякие умные девайсы для кошек-собак, всякие кормушки умные, которые там по времени выдают корм. Даже вы можете это регулировать через приложение. Я вам приложение сейчас чуть попозже покажу. У меня оно давно уже установлено. Потому что, говорю, уже не первый раз беру. И сейчас я взяла поилку умную. Она с трехступенчатой фильтрацией. Тоже все можно в приложении отслеживать. Очень классная штука. Но, если честно, я не решила, куда ее поставить. У меня уже вторая попытка. Прошлая попытка у меня прожила 1,5 года. Собственно, она бы жила и дальше, и радовала бы животных, если бы не Гора. Я как-то тогда еще не настолько была знакома с енотами, насколько они могут разбирать все, в особенности Гора. И, в общем, когда у меня эта поилка стояла на 2-м этаже, Гора ее просто разобрала на части и разгрызла ее. Там аккумулятор и все остальное. Я уже не стала дальше ремонтировать. И вот спустя время я все-таки решила опять заказать, потому что мне она очень нравится. Но вот где поставить, я не знаю. Либо я ее оставлю здесь, потому что штука нереально удобная. Но вот будет ли разбирать ее Тимофей, я не знаю. Надо будет проверить, сейчас Тимофея разбудить и спросить у него, собственно, посмотреть, потому что ужасно бесят вот эти поилки. Приходится пользоваться. Сейчас даже покажу, почему бесит. Тут, смотрите, я наливала ее час назад. Она грязная, потому что там моет ручки Тимофей, потому что он ее переворачивает. Тимофей не такой разрушительный, как Гора, поэтому можно попробовать, собственно, здесь ее оставить. Если нет, то я ее поставлю в тот дом, чтобы Гора до нее не достала, скорее всего, Пусику и Мисси. Опять же, там вопрос к Мике, которая тоже переворачивает поилки, которая играется с водой, и я не хочу, чтобы он ее разобрал. Сейчас открою, покажу. Наполню. Да, идем, Масловский, идем. Обожаю, когда все продумано для мелочей. Здесь даже зарядка крепится, фиксируется, чтобы провод нигде ничего не болтался и не мешал. Прям это вообще классно. Она очень классно, на самом деле, вписывается в дизайн любого дома. Вот, ну и плюс, конечно, ее свойства по очистке. Просто класс. Так, сейчас заполню, все покажу. Вот и Маргоша пришла. Типа, что это за чудо-штука такая? Что это за чудо-штука, да? Очень интересно. Девочки, может быть, и останется. Я только за, потому что это очень удобно, когда вот не было енотов. Даже там при моем количестве кошек, сколько там, много живет в доме, она наполняется вообще не каждый день. То есть хватает там дня на 3-4, а то и больше. И всегда чистенькая вода, что самое главное. Такого не видели вы в Африке, да? Они на нее смотрят, по-моему, никак на поилку. Вообще не понимают, что это такое происходит, что за магия. Фонтан какой-то. Конечно, не енот, так кошка поиграет. Что значит первый раз? Домашние там коты у меня уже привычные, они к таким штукам спокойно относятся. А эти такие первый раз видят. Интересненько, то. Ну, вообще,
Магия. Итак, пока мы ждем вердикта Тимофея, когда он проснется и спустится, я вам покажу, как это работает в приложении. Все очень просто. Здесь есть свое приложение. У меня вот здесь 3 устройства. SmartDock — это лазерка, с которой играть. Это нужно в тот дом пойти, чтобы было видно, как это сделать. AirMaster тоже в том доме стоит. Это такая штука, которая чистит воздух, в том числе озонирует. Она у меня уже тоже больше года, года полтора, наверное, уже 2, до сих пор работает. Она работает там постоянно. Озонирование я включаю там раз в день. То есть, если сейчас кто-то там пройдет, он озонирование выключит. И он час озонирует помещение, когда, соответственно, там никого живого нет. Вот. И вот новая поилка. То есть тут все показано. Свежесть воды, состояние фильтра, состояние насоса. Все, в общем, здесь есть. Подсветку можно врубить или вырубить. Вот сейчас я ее вырубила, подсветку. Видите, она не горит. Сейчас включила подсветку. Ну, вечером удобно с подсветочкой. Такая, на самом деле, симпатично выглядит. У меня уже была похожая, только у меня была мини. А это про поилка. Поилка крутая, я уже знаю, это даже лучше, чем которая у меня была. Это следующая. Я искренне рекомендую. Я думаю, кто давно меня смотрит, уже не раз видит их продукцию, ребят. У меня есть скидка 20%, действует 2 недели по коду Bobcat. В описании все пропишу. Еще взяла вот это устройство. Сейчас его покажу, но пока рассказывать про него ничего особо не буду, потому что мне нужно потестить. Я всегда по-честному делаю. Я вначале только тестирую, а потом могу честно вам рассказать, как, что, где, когда стоит, не стоит. Вот остальные, которые у меня от ребят есть, и игрушки, и девайсы, мне очень нравятся, я их очень рекомендую. То есть это очиститель воздуха с озонированием, что очень удобно. Озон убивает просто все. Вот, все болезни, все это, озон реально классно работает. Вот поилка у меня такая уже была, только предыдущая версия, мячик и лазерка. Тоже все очень прикольно. А это пока просто покажу. Очень компактная штучка. Она устанавливается прямо на стену. Сейчас я сниму и установлю около кошачьего лотка. У меня в этом доме 1 лоток. Но 2-й лоток стоит в спальне. Но я установлю, где, собственно, основной лоток, куда все ходят, в том числе и енот. Тут, в общем, очищение тоже происходит при помощи озона. Там он распыляется в небольшом количестве, в радиусе на метр, чтобы это было безопасно. И есть 2 режима. Один режим — это по движению, то есть кошка, там, енот зашел в туалет, и он после этого через минуту сработал. А есть по времени. Я потестирую, потом вам расскажу. Пока что вот просто покажу, что обзавелась такой штукой. Мне кажется, она очень прикольная. Что удобно, ее не нужно постоянно к сети подключать. То есть тут аккумулятор, зарядка к нему, и аккумулятора хватает примерно на 4-5 дней, говорят. Ну, все расскажу. Итак, Тимофей, что вы скажете? Так, понятно. Кажется, поилки в этом доме не жить. Так, как бы ее это... Вроде и пить не хочется, но водичка здесь есть. Ну-ка, давай, мастер Тимофей. Вот пока Тимофей играется, я вам расскажу историю про его, собственно, анализы. Пришла гистология его. Напомню, что Тимофей был кастрирован недавно по показаниям. И этим показанием было то, что у него одно яичко было больше другого в несколько раз. То есть патологию мы подозревали, что это опухоль, вырезали и отправили на гистологию, чтобы понять... Так, чтобы понять происхождение опухоли. Ну вот чего ты добиваешься? Фильтр снял. Да, фильтр снял. Вот, и гистология делалась месяц. Собственно, стандартные сроки гистологии. Нет, фильтр я тебе не дам разбирать. Стандартные сроки гистологии. И пришли, наконец, результаты. В общем, давайте вместе порадуемся за Тимофея. У него нет онкологии. Более того, это даже не опухоль, это просто такое новообразование, которое никак дальше лечить его не надо. То есть просто наблюдать, осмотры делать, следить за показателями крови периодически. Вот. И написали, что это могло возникнуть из-за того, что у него было какое-то там давно, возможно, какое-то воспаление. И после, может, там не долечилось или что-то еще, и после этого воспаления, или это как предположение, это не факт, просто предположение человека, который делал вскрытие. Вот, что после этого воспаления у него образовалась такая опухоль.
Ну, в принципе, это все к тому, что еноту 8 лет. Он все эти 8 лет не спаривался, не размножался, но при этом не был кастрирован. Я всегда настаиваю на том, что если животное не идет в разведение, и если у него особенно очень высокий, не знаю, как даже правильно сказать, не могу сейчас вспомнить слово, если на человеческом высокая либидо, а у Тимофея оно очень высокое, возможно, и это привело к тому, что появилась опухоль. То есть он на самом деле легко отделался. Поэтому если животное, конечно, с таким уровнем гормонов и постоянно хочет спариваться, то лучше его кастрировать, если не собирается разведение. Вот я, конечно, планировала, что Тимофей будет с Горушкой как бы создавать семью, но, к сожалению, не получилось. Но ничего страшного, я этого Тимофея не меньше люблю. Он просто будет дальше жить. Я так хотела эту поилку оставить в этом доме, но придется кому-то ее из котов поставить. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, кому ее поставить. Сразу говорю, Руфи не стоит, потому что у Руфи стояла подобная поилка-фонтан, он ее разбирает. Поэтому ваши предложения, кому мы ставим эту поилку, пишите в комментариях, я обязательно почитаю, прислушаюсь к ним, потому что, в этом доме она, как бы, понимаете, долго... Ну как, она проживет, конечно, я думаю, видите, он не может ее с полным уровнем воды, он пока ее не может перевернуть. Ну это вопрос времени. Нет, провода не грызи! Вопрос времени, возможно, он сможет и перевернуть ее. Поэтому надо будет искать ей место, где она у нас будет. Жаль, ну ладно. Другие котики порадуются. Он теперь, видимо, не угомонится, пока ее не перевернет или что-нибудь с ней не сделает. Мама! Там мокро? Я сейчас протру. Да, возьми тряпочку, протри. Вот. Тимофей тут устроил уже. Ну, прикольно жить в своем доме. Я никого не могу затопить. Поэтому, конечно, классно. Алиса, хозяюшка, пришла протирать за Тимофеем. Ну, давай, протирай. Ой, он сейчас ее в поилку. Нет, Алиса, не отдавай ему, он сейчас в поилку засунет. Просто протри. Боже, не ребенок, а золото просто. Что бы без тебя делала? Вот мне было бы лень сейчас встать и вытирать эту воду, потому что, в принципе, теплые полы, она и так высохнет. А ты вытерла, чтобы сесть рядышком с Тимофеем? Ой, ну ты же моя золотце. Так хотела с ним рядышком сесть. Поближе еще, да? И тоже с водичкой поиграть, да? Я как помню, когда Алиса была маленькая, у нее была такая поилка фонтанная, и она тоже с ней играла. Алис, ручки не намочи, пожалуйста. Да, Тимофей сейчас и тебя постирает. Да, он пытается, этот бандит пытается разобрать поилку. Тоже. Ты решила помочь? Вы решили с Тимофеем банду организовать по разбору вещей? Тимофей так занятно ее разбирает, прям это. Ну, подконтрольно пусть поиграется. Но тут, короче, процесс может быть очень долгий. Я, конечно, могу оставить ее как игрушку просто для Тимофея подконтрольную, которую можно так ставить, чтобы он играл. На самом деле еще есть вариант в доме ее оставить, это поставить в спальню, потому что там очень много времени проводит няу, и когда у девочек птички, он тоже там закрывается, поэтому можно туда поставить и себя радовать таким красивым девайсом. В общем, пишите в комментариях, я буду ждать ваших предложений, кому лучше поставить эту поилку и куда. Вот, может быть, действительно оставить ее в доме и просто в спальню. Просто там она не так часто будет использоваться. А так, спасибо большое за внимание. Не забывайте подписаться на канал. И напоминаю, что на всю продукцию этого магазина Petanier есть скидка 20% 2 недели по коду BobCat. Енотикам, видите, тоже подходит в качестве. Это такая своеобразная интерактивная игрушка. Ну что, теперь от поилки будем играть? Тимофей, иди играть. Давай, иди. Разверни к Тимофею, пусть он поиграет. Ой, молодец, какой игрок. Ну, вообще просто. Вы смотрите, какой у меня артист. Это была неплохая попытка, но там интереснее.